Несмотря на молодость, Килиан Мбаппе уже полноценно освоился в роли звездного футболиста. Как и положено топам, форвард является лицом спортивного бренда и регулярно получает классные и необычные бутсы. В этом выпуске я расскажу, кто повлиял на вкусы француза в плане игровой обуви. Вспомню самые интересные и значимые пары в его карьере, а также покажу, что ждет Килиана в будущем по части экипировки. Будет интересно? Обещаю. Но перед началом напомню, что уже 11 ноября на AliExpress начинается период распродаж. И я хочу рассказать об одном сервисе, который может очень помочь, ведь иногда на Али можно попасть на фейковый сейл. Буквально за пару дней до распродажи недобросовестные продавцы искусственно повышают цены на товары, а в момент акции делают на них типа огромную скидку. Чтобы не попасть на эту уловку, стоит установить к себе в браузер бесплатное расширение AliTools, через которое можно посмотреть историю цены на любой товар с AliExpress за последние полгода и реально сэкономить. Другой крутой функцией сервиса является уведомление о снижении прайса на понравившуюся вещь. В общем, приложение очень годное, полезное и, главное, бесплатное. Переходите по ссылке в описании и устанавливайте. А мы начинаем. По словам самого Мбаппе, его первой футбольной обувью были кроссовки Nike Air Max. Конечно же, родители их купили ему не для футбика, а для повседневной носки. Я надевал их в школу каждый день чистил их и заботился. Но футбол был для меня больше, чем страстью. Я никогда не отказывался, когда мне предлагали погонять мяч. Так что однажды я сыграл в Air Max и убил их. Я расстроился, но потом подумал, что это было ради футбола. Так что все окей. Килиан Мбаппе с самого детства фанател по Криштиану Роналду. Его комната была увешана постерами с изображениями португальца. Он пересмотрел гигабайты видосов с нарезками кумира и на поле старался быть на него похожим. И именно с любви к Кришу и начинается история уже настоящих бутс юного француза. Как вы могли догадаться, с самого детства обувь Мбаппе была как у Роналду – Nike Mercurial. Если выходила пара с персональным лого Криро, такие бутсы оказывались в коллекции Килиана. Что говорить, он даже копировал празднование голов своего кумира. Вот, например, Мбаппе только что забил мяч за юношескую команду Монако в черных суперфлаях с лого CR7. Отсюда понятно, что и до подписания контракта с Nike француз был верен бренду. Мбаппе стал самым молодым дебютантом в истории Монако. Он вышел на поле в декабре 15-го против Канна, когда ему было 16 лет и 347 дней, имея стартовый экипировочный контракт с Nike, как многие молодые таланты. Тогда на нем были 4-й Superfly из пака Liquid Chrome. Забавно, что на этот момент он еще имел только юношеский контракт с клубом, да и вряд ли кто-то мог в начале сезона предположить, что будет настолько ранний дебют Мбаппе в Монако. На него даже не были заказаны заготовки под нанесение фамилии на форму. Он единственный в команде играл в майке с номером без имени несколько стартовых матчей. Прям как в 90-х в чемпионате России, когда команды не персонализировали майки. Первый гол за клуб Килиан забил через пару месяцев в ворота Труа уже в оранжевых меркуриалах из пака Metal Flash. Как вы могли догадаться, он вновь вошел в историю Монако, теперь уже как самый молодой автор забитого мяча. В конце первого большого сезона Мбаппе поехал на чемпионат Европы Ю-19, где стал вторым бомбардиром турнира и забрал золото. Там он играл уже в 5-х суперфлаях, в которых тем же летом Гриро выигрывал Евро 2016. Кстати, друзья, напомню, что героем этой серии стал именно Мбаппе благодаря вашим голосам в вопросе у меня в Инстаграме. Я свои обещания выполняю. Если еще не подписаны, обязательно сделайте это и активнее участвуйте в выборе следующих героев рубрики про историю Boots. Хочу, чтобы вы могли влиять на наш контент. Через пару дней будет новое голосование. Следующий сезон Килиан провел мега ударно, став основным игроком и даже лидером клуба. Монако был в порядке, играл в ЛЧ и боролся за чемпионство во Франции с прокачанным ПСЖ. Nike же к тому моменту активно старался продвигать силуэт Hypervenom и попросил Килиана перейти на эту модель. В декабре 16-го Мбаппе оформил свой первый хитрик в карьере, разобрав на части в Кубке Лиги Рен. Делал он это в бутсах Hypervenom Finish 2 в версии без носка. И это было только началом феерии Мбаппе в том клубном сезоне. После Нового года монегаски стартовали в плей-офф Лиги Чемпионов, удивляя в каждой стадии и в итоге дойдя до полуфинала. Представляете? Не забив ни разу на групповом этапе, Мбаппе положил в плей-офф 6 голов в ворота грандов в уже третьих Hypervenom. Сначала разобрал Манчестер Сити в оранжево-салатовых бутсах,
а позже огорчал вратарей Боруссии и Ювентуса в голубых. Кстати, именно единственный гол Килиана Ювентусу закончил сухую серию Буфона, которая длилась 600 минут. Надеюсь, Джиджи не сильно расстроился и по-отечески порадовался за паренька. Ближе к концу сезона состоялся ожидаемый дебют таланта за сборную все в тех же третьих хайперах без носка. Тот сезон получился феноменальным. В 44 играх Килиан забил 26 голов, а его Монако завоевали чемпионство во Франции, выиграв конкуренцию богатого ПСЖ и остановился в шаге от финала ЛЧ. А Мбаппе заговорил весь мир. Успешный сезон заставил бренды сражаться за форварда. Но несмотря на интерес Садика, который предлагал французу контракт в районе 5 миллионов евро в год, Мбаппе продлил соглашение с Nike. Американский экипировщик был вынужден повторить предложение конкурентов. Также за игроком выстроилась очередь из больших клубов. Могла сбыться детская мечта перейти в Реал, но, посоветовавшись с родными, игрок решил остаться во Франции и принять предложение ПСЖ, став на тот момент вторым в истории по дороговизне футболистом. В новом сезоне он, как и Неймар, перешел на бутсы Меркуриал. Никак не заходила линейка хайпервеном этим ребятам. В августе 17-го Килиан забил свой первый гол за сборную в ворота Голландии, а в сентябре впервые отличился за ПСЖ. Сделал он это в желто-черных Вейпа 11. В декабре Мбаппе забил 10-й гол в карьере в Лиге Чемпионов. Ворота Баварии, став самым молодым игроком, которому это удалось. 18 лет и 11 месяцев. Тогда на нем были красные вейпоры, одна из последних расцветок поколения силуэта. К релизу готовились Вейпа 12 и Superfly 6. Ожидалось появление новой линейки вместо Маджиста, и был вопрос, на какую модель перейдет Килиан, учитывая большую ставку на него от экипировщика. Сначала на тренировках француз обкатывал затемненную версию шестых Superfly без логотипов, а позже официально перешел на силуэт с носком. Похоже, именно тогда боссы Nike решили сделать ставку на Мбаппе в качестве амбассадора самых хайповых бутс. Пока для Роналду бренд периодически выпускает коллекцию CR7, Мбаппе достаются эксклюзивные расцветки Superfly и интересной коллаборации. Так, в марте 18-го Мбаппе получил редкую пару Superfly от модного All White и Nike. А чуть позже, в честь 20-летия культовой модели зубастика Роналду, бренд выпустил Mercurial R9 98 года специально для Килиана. А дальше наступил звездный час Мбаппе на чемпионате мира 2018. Было переписано несколько очередных рекордов в плане возраста, но самое главное, Килиан выиграл кубок, будучи тинейджером и забив в финале. Такое до него удавалось только Пеле. На Мундиале Килиан играл в белых суперфлаях из пака Just Do It с флагом Франции на пятке. Фишка коллекции Nike на том турнире. Думаю, все игроки сборной Франции сохранили свои бутсы чемпионата мира 18 на всю жизнь. После Мундиаля Мбаппе стал ключевым игроком Nike. Это совпало с периодом, когда бренд сделал большую ставку на ПСЖ, превращая клуб в законодателя моды. Экипировщик продвигает футбольный мерч в повседневный стиль и смешивает футбол с баскетом. Лига чемпионская форма парижан была выпущена с логотипом Nike Jordan, в продвижении которой самым активным образом участвовал Мбаппе. Той осенью глава футбольного департамента Nike Кристиан Бушовец открыто заявил, что в компании рассчитывают, что через 3-4 года именно Мбаппе станет главным футболистом Nike. Пока таковыми являются Роналду и Неймар, но экипировщик уже сделал свою ставку. Неудивительно, что в сезоне после ЧМ француз продолжил получать крутые эксклюзивные модели Boots. Например, мерки из пака Rise and Fire для Килиана сделали особенными. На язычке красовались две звезды в честь второго Кубка мира сборной Франции в истории, а надпись Mercurial на пятке была переделана в Мбаппе. На ноябрьскую игру против Ливерпуля форвард вышел в лимитированных Mercurial GS 360. Nike выпустил в свободную продажу всего 2018 пар, которые разлетелись мгновенно. Это не первый релиз этой модели. Если вы смотрели предыдущие ролики про истории бутс игроков, то вспомните, кто в 2012 примерил подобную обувь. Напишите в комментариях. В декабре 18-го Мбаппе стал первым обладателем трофея Копа, присуждаемого журналом France Football лучшему игроку мира в возрасте до 21 года. Nike выпустил особые бутсы для француза в честь этого события. В похожем стиле была обувь у Луки Модрича в честь золотого мяча. По итогам сезона Килиан стал лучшим бомбардиром Лиги 1, забив 33 гола и опередив Николя Пепе, который занял второе место, отстав на 11 голов.
А еще Мбаппе к 20 годам успел отличиться 100 раз за карьеру. Для того, чтобы понимать крутость этого достижения, я скажу, что Месси забил свою сотку к 22 годам, а Криш почти к 23. Красивую отметку Килиан преодолел в матче за сборную против Андорры в белых шестых мерках из пака Level Up, которые предназначались самым прогрессирующим игрокам. Полностью оправдал. Текущий сезон форвард играет уже в 7-м поколении Суперфлаев, которые вышли этим летом. Француз, конечно же, участвовал в их презентации. Килиан выстрелил вовремя, когда Месси и Роналду на сходе. Последние 10 лет они были не только лучшими футболистами, но и мега влиятельными лицами для брендов, генерирующими кучу денег. Но эти ребята состарились и немного поднадоели. После ухода Лео и Криша брендам понадобится новый герой. Похоже, это будет Мбаппе. Сейчас француз просто на расхват. По словам его менеджера, в день к нему поступает по несколько рекламных предложений. Но кажется, все это не сводит его с ума. Килиан очень избирателен и сосредоточен на футболе и партнерстве с Nike. В июле 19-го экипировщик отправил Мбаппе в имиджевую поездку в США. Это признание статуса. В 17-м в турне по штатам ездил Неймар. В Америке француз поучаствовал в презентации новой формы ПСЖ в коллабе с Джордан, посетил матчи MLB и NBA, а также тусил с иконой Nike и Леброном Джеймсом. Общение с главным спортсменом США – это отличный способ увеличить узнаваемость игрока и получить аудиторию в Штатах. Теперь, когда американский болельщик, который не особо увлечен сокером, будет вспоминать имена футболистов, Мбаппе придет в голову одним из первых. А как вы знаете, США гигантский и приоритетный рынок для бренда. Кто знает, возможно, через год или два мы увидим новую коллекцию Boots Nike Mercurial с инициалами KM7. Тем более, что персональный логотип у молодой звезды уже давно имеется. Да и кумиры детства совсем скоро закончат с футболом. Понравилась история Мбаппе? Тогда подписывайся на наш канал, чтобы не пропустить следующий выпуск, где я расскажу о бутсах еще одного крутого футболиста. И колокольчик обязательно поставь, а то есть риск, что YouTube не пришлет уведомления. Смотри предыдущие ролики из этой серии тут, тут и тут. Я Юра Русанов, Мяч Лаб. Пока.